Вот это начало влога, конечно, начинаю сразу после моего урока серфинга. Алоха, Гавайи! Остров, где каждый второй серфер, а каждый первый король пляжной вечеринки. Но что, если я скажу вам, что даже в самых туристических местах можно найти что-то настоящее? Сегодня я докажу, что даже самый обычный отдых может стать незабываемым приключением. Короче, я прилетела на Гавайи. Па-бам! Это мой день рожденческий трип, где я буду пробовать почти все в первый раз. Надо же как-то свои 20 отметить. Блин, ребят, серфинг это на самом деле так круто, и я очень давно хотела попробовать. Один из моих страхов это то, что я не умею плавать, но, как правило, жизнь одна, и живи ее как хочешь. Поэтому первый раз я пошла в воду, конечно же, не одна, и я взяла инструктора. Урок стоил целых $125, но при этом я могла получить кадры с его GoPro, и мне даже не нужно было ни о чем заботиться. При этом он объяснял технику, дал свое оборудование, и для меня это чувствовался как частный урок. Спойлер, мне очень понравился инструктор, и контактики я его оставлю на экране, если вдруг вам понадобится. Урок у меня был запланирован на 7 утра. Нас было 3 плюс инструктор. Меня изначально окутало даже небольшое сомнение, будет ли этот урок полезен, если он не частный. Но на самом деле, как я чуть позже выяснила, пока ты гребешь к этому инструктору, он уже отправляет остальных учеников в свободное плавание. Мою первую волну он просто сказал: смотри вперед, я толкну доску, и когда я крикну «ап», вставай на доску и лови баланс. И моя первая в жизни волна благодаря этому инструктору была успешной и запоминающейся. Пляж там очень мелкий, поэтому то, что я переживала, я не умею плавать, там как бы утонуть нужно очень постараться, потому что ты всегда достаешь дна. На первых наших волнах он нас направлял, потому что мы даже не знаем, как ловить эту волну, когда правильная волна, куда она идет. Мы просто хотим пока что встать на эту доску. И я решила, пока меня волна несет, я буду ехать. И пару первых волн я так и делала, пока я не поняла, что я уплываю достаточно далеко, и потом, чтобы дойти до инструктора, ты же лежишь на доске и ты гребешь, постоянно гребешь, и руки устают. И я такая, это очень далеко. Я буду пока что практиковаться просто вставать на доску, чуть-чуть ловить баланс и потом сразу обратно садиться. Иногда, конечно, просто в воду падать. Мой завтрак в целом был очень много соли на протяжении часа. Также во время урока я договорилась с инструктором, что я завтра с ним еще раз увижусь, и он даст мне уже частный урок на меньшей доске. Я абсолютно за то, чтобы меня кто-то нормально учил, потому что если тебя кто-то направляет, как правило, тебе легче будет увидеть прогресс, и тебе не нужно будет переучиваться со своих ошибок. Я, конечно, пару раз упала, по глупости. Вниз посмотрела, в сторону посмотрела, назад посмотрела. На доске, куда смотришь, туда и падаешь на самом деле. Серфинг — это безусловно прекрасно. Но давайте вернемся к тому, как я оказалась на Гавайях. Все началось с моего прошлого дня рождения в Гранд Каньоне, когда я поняла, что хочу отправиться в серф-кэмп. Но тратить на это $2000 у меня абсолютно не было желания. Я составляю список из 25 жизненных целей, куда помимо семьи, образования и всего базового вошли серфинг, Гавайи и прыжок с парашютом. Я решила, что хватит откладывать эту жизнь, пора ехать, и обязательно одной. Я прилетела сюда выполнять свои цели. Остров Оаху находится посреди Тихого океана, и путь занял 11 часов. В 7 вечера я приземлилась, и было уже темно. Я прошу таксиста отвезти меня на фейерверк, который запускают каждую пятницу. Водитель оказывается с гавайским духом и говорит, что знает место получше, что я указала. И когда мы начали слышать первые залпы салютов, он просто говорит: выпрыгивай и беги смотреть. Я умчалась и увидела сотни счастливых людей. Пальмы, океан. Фейерверки взрывались прямо за пальмами. Если будете на Гавайях, обязательно сходите на это шоу. Так как я не хотела вызывать еще одно такси, я со своим 8-килограммовым рюкзаком на мою 6-дневную поездку пошла до отеля пешком. И тут я начала блуждать в торговых центрах. Шла, а вокруг только витрины Гуччи, Прада, Луи и я со своим рюкзаком в спортивках. Чувствовала себя слегка не к месту. Ближе к отелю я поняла, что уже ночь, и я не могу шуметь в комнате. Поэтому решила забежать в азиатский ресторан за моей первой за сегодня теплой едой. Я заказала свой рамен. Роман.
Не знаю, как правильно сказать. Сидела я за парной стойкой, а вокруг кипела жизнь. И, наконец, около 10 вечера я добралась до хостела, где меня уже ждали 4 соседки. А чтобы увидеть, где я жила на Гавайях, давайте-ка перенесемся обратно в сегодняшний день. Давайте я вам покажу тур на американский хостел. В американском хостеле я еще никогда не жила. Нас здесь 4, я купила кровать в комнате на 4 женщины. Своя кухня. Даже не лазила, что прибором есть. Вот здесь я храню вещи, потому что они там заняли. Смотрите. У нас 4 кроватки. Моя вот эта, потому что, я заехала последняя. Балкон. Мой неймтег. Зеркальце хранения. Вот это вот вся зона. Это квартира на 4 женщин. Вы посмотрите, какой прикол. Когда мы слышим слово «Гавайи», чаще всего перед глазами золотой пляж, серферы на волнах и коктейль с зонтиком. Но на самом деле Гавайи – это целый архипелаг из 137 островов. И сердце этого архипелага – остров Оаху. Его еще называют The Gathering Place – место, где собираются люди. И это звучит абсолютно справедливо. Именно здесь живет большинство жителей штата, и сюда приезжают больше всего туристов. Здесь смешались культуры со всего мира, и все это на клочке земли посреди Тихого океана. Оаху – остров контрастов. В одном месте вы можете увидеть зеленые горы Куалу, а через полчаса оказаться на пляже с серферами. Сюда приезжают ради истории, Перл-Харбора, ради природы и ради атмосферы. Но главная точка притяжения – это Гонолулу, столица Гавайев и самый большой город архипелага. Здесь живет почти половина всего населения Гавайев. Стоит отъехать от центра на 10 минут, и ты уже у океана. Пляж, где всегда многолюдно. Символ района – кратер вулкана Diamond Head. Он виден практически с любой точки. Тут можно с утра кататься на серфе, а вечером можно гулять по магазину или сидеть в баре с видом на океан. Так что пока кто-то стоит в пробке, кто-то уже ловит волну. И это Гавайи. Мопед. И это, конечно, отдельная история. У меня есть права, и я очень хотела пафосно покататься на Гавайях. Из пафосных вариантов здесь, как правило, арендуют или джипы, или кабриолеты. Поэтому я остановилась на кабриолете. Но я все очень переживала, где же я буду его парковать. И все, что я нашла в интернете, это то, что общественные парковки очень ограничены. И мне, скорее всего, придется платить за платную ночную парковку, а это минимум $25 за ночь. И это даже не говоря о том, что мне нужно ездить по городу и там тоже где-то искать эту парковку. Я обсудила это с Ксюшей, и она мне подкинула очень интересную идею – арендовать мопед. Я знала, что у меня будут, конечно, некоторые ограничения по дорогам, но самое главное, что аренда мопедов находится ровно под моим хостелом. Мне вообще не нужно переживать, где его парковать. Я могу его оставлять на ночь просто возле арендного центра, и мне до него идти ровно минута. А в путешествиях так намного легче. Просто кинул, где кидается, и все. Особенно это будет полезно через несколько влогов, когда вы узнаете, где я припарковалась возле буддийского храма. Короче говоря, я на мопед за 4 дня потратила $450. Плюс всего $15 за бензин. Это тоже огромный выигрыш по сравнению с машиной. It's fun. Всем привет! Отчет. Я, поездила, я нашла вот место, в котором поела. Вон китайской забегаловочки, очень китайской. $20 за все. В целом я что ела последние 2 дня, я даю по $20. Я, правда, азиатское ела, типа самое дешевое. Я как только выехала, стрессовые в самом городе водить. На хайвее тут страшно. Когда я просто поворачиваю, я поворачиваюсь типа всем телом, я смотрю, есть ли там люди. А еще я видела поршик полицейский. Как он такой. Вот. Я сейчас хочу съездить на одно побережье. Точнее, уже не так далеко от него, полазить в caves. Норы, пещеры. Получается, пока я еду на гору, небольшую гору я выбрала. Точнее, свой поворот пропустила. Остановилась в другом красивом месте. Отзыв на мопед. Он не разгоняется более 40 миль в час, это 65 километров. Но когда ты думаешь, что
Вот как я сейчас, просто в спортивном. Едешь на 65 км в час. Это капец. Очень странно, что такое можно арендовать все-таки быстро, без всяких предыдущих опытов вождения и без прав на, боже мой, на мотоциклы. Но у меня мопед, поэтому не надо. Но это очень странно. Я уже иду 20 минут, и знаете, куда мне надо? Ну, туда. Еще минут 20. Это какие-то кактусы. Это было восхождение на тропу к маяку Макапу. 130 метров над уровнем моря. 3 километра туда и обратно. И все это под палящим гавайским солнцем. Жара такая, что можно буквально почувствовать, как вода испаряется из тебя. Но зато в конце пути тебя ждет потрясающий вид на острова и Тихий океан, а также на сотни тысяч сгоревших от солнца туристов. И знаете что? Это того стоило. Смотрите, вот океан, а вон там соседний Гавайский остров уже. Но я знаю, что до ближайшего на корабле 3 часа плыть, поэтому они самолетами передвигаются между островами всегда. На самом деле, я знаю, что жители Гавайев очень сильно ценят и оберегают свою культуру. И даже когда сюда залетала, мне нужно было заполнить форму, подтверждающую, что я никакие растения, никакую еду такую не везу, что может нарушить то, что здесь уже есть. Здесь не все идеально, и именно в этом и есть прелесть. Ты можешь потеряться, можешь ошибиться, можешь чувствовать себя неуверенно, но каждый раз тебя встречает океан, закат, улыбки прохожих, и это слово «алоха», которое здесь значит гораздо больше, чем просто приветствие. И в какой-то момент ты ловишь себя на мысли: да, я здесь не только турист, я здесь человек, который учится жить медленнее, проще и с радостью в сердце.